Вот мой основной момент, который я всем рассказываю о том, как строить свою карьеру и куда вкладывать свои усилия. И вообще, какие есть варианты построения карьеры, вообще, куда можно посмотреть. Во-первых, очень хорошо опираться всегда на предыдущий свой опыт. Твой опыт не то, что он бесценен, но как минимум его не стоит обесценивать. У нас всегда есть какие-то навыки, которые уже хорошо развиты, так или иначе. Э, Из Исходя из этих хорошо развитых навыков, мы можем взглянуть на IT с очень высокой колокольни. Мы можем отойти в сторону и посмотреть на любую индустрию, неважно, это IT, строительство или просто, не знаю, сельское хозяйство. Мы можем отойти сверху и посмотреть на работу компании сверху, чтобы оценить, а какое место в этой всей иерархии, в этих всех возможностях и процессах мы можем занять. А что касается IT, здесь я бы выделил сразу два больших момента. Это стратегия управления, это люди, которые находятся на вершине иерархии в компании. Они зачастую занимаются предпринимательством и бизнесом. И ребята, которые ниже, они занимаются производством. Они что-то производят, и обычно они еще внутри делятся на две части. Управление и техническая сторона производства. То есть неважно, где мы будем это смотреть. Это будут заводы Маска с машинами или старшипы Маска. Да, так или иначе, мы любую компанию сможем в эти три большие кубика разложить. Если мы погрузимся в кубик бизнеса, айтишного, то мы увидим, что важным будут деловые переговоры, акции, инвестиции, какое-то стратегическое планирование, кризисное управление и вообще работа директором. Да, то есть какие-то навыки, про которые, возможно, вы никогда не слышали или вы никогда не задумывались, что ими же кто-то занимается, да, кто-то же вот это все делает. Кто-то же решает все кризисные вопросы, и кто-то как-то с акциями, инвестициями занимается и ведет переговоры. Так или иначе, там есть какой-то человек или группа людей, или вообще целое какое-то направление. То есть вы бы могли, если вы хорошо налаживаете коммуникацию, ведете переговоры, не тратить свое время, а сразу попытаться залететь сюда. Предпринимательство и бизнес, но айтишный. Чтобы тебе, как техническому зрителю, было интересней, давай посмотрим, что же в производстве. Во-первых, я бы разбил все производство на несколько этапов, типа продажи, управление, архитектура и дизайн. То есть вот 4 направления, куда бы мы могли пойти с нашими крутыми софт-скиллами в айтишке, чтобы вот здесь сейчас приносить пользу компании и не так долго тратиться на обучение. И в продажах мы бы могли выделить некоторые вещи, например, customer support, сами продажи, delivery, некий SMM, маркетинг и рекрутинг. Да, почему рекрутинг в продажах? Потому что рекрутер тоже ищет людей и продает компанию. То есть он точно так же занимается продажами, как и продажник, который продает условно какую-то услугу компании. Да? Поэтому вот это вот направление для людей, которые общаются с другими людьми. Пожалуйста, IT для вас. Вы найдете очень много всего интересного в продажах. Но если вы любите процессы, то и порядок, то вам, наверное, понравится больше project management, agile коучинг, всякие тимлидства и продукт-оунерства. То есть вот это вот направление, связанное с управлением, оно тоже интересное, особенно если вам действительно нравятся процессы, порядок, то вот эти два направления не требуют технического знания. Есть уже такой более high level, это для ребят, которые любят собирать с лего, архитектор и solution архитектор. Опять же, эти ребята не обязательно должны быть хорошими программистами. Они должны просто уметь строить архитектуры, знать в ширину как можно больше всего сервисов, всяких технологий, и понимать, как их можно между собой комбинировать. Все. А дальше они должны уметь общаться с этими всеми ребятами, поэтому я говорю, это управление в производстве. Они должны как минимум свою архитектуру мочь продать и объяснить кому. А также дизайнеры, они тоже находятся здесь, потому что дизайнеры, когда рисуют свой дизайн, он должен вам объяснить, как его сделать, что он хочет этим дизайном. То есть, по сути, задача дизайнера не просто нарисовать какую-то картинку, а сделать некоторый сторителлинг, чтобы программист понял, такой, ага, то есть вот это вот важно, это не важно, тут должна быть такая анимация, тут должны быть такие-то эффекты, такие-то переходы. То есть дизайнер, помимо того, что он рисует, он должен объяснить UX и ценность того, что он рисует. Поэтому это все, по сути, тут важен soft skills для вот этого всего. Что же касается технической стороны, я бы разбил веб, я именно про веб буду говорить, на 5 вещей. Это сервер, клиент, крипта. То есть почему крипта? Потому что это такая отдельная настройка, где вы работаете с деньгами, то есть это все, что связано с биллингом, потому что тоже веб, тоже касается веба.
Также инфраструктура как код, то есть мы можем выбрать девопсов, всех туда сгрузить, и тестирование. То есть я не буду про каждый отдельный момент говорить, но я бы выделил вот такие вот вещи в производстве, потому что без автоматизации тестирования и нагрузочного тестирования руками тестировать нам очень тяжело дать качество, без разработки сервера и клиента нам очень тяжело дать продукт, без какой-то крипты или вообще этапов с монетизацией нам очень тяжело заработать. И в конечном счете нам надо инфраструктуру как-то масштабировать под всех наших клиентов. Этим тоже кто-то должен заниматься. Назовем их инфраструктурники. Вот. И вот только сообща, когда у нас вот все тут вопросы закрыты и все вопросы закрыты в производстве, у нас есть производство. И тогда мы можем сосредоточиться на бизнесе. То есть задача бизнеса, вот если мы идем в обратную сторону, собрать вот эту всю команду. Поэтому очень много разных ролей, очень по-разному можно все делать, но если вы условно только перемещаетесь клиент-сервер, крипта, вот вы вот тут бегаете, вы как минимум упускаете то, что есть еще рост вверх, когда вы выходите из производства и переходите в предпринимательство. Да, вот этот переход тяжело совершить из производства. Намного легче из управления в производстве перейти сюда, чем из просто технической стороны в стратегическое управление и менеджмент. Это намного сложнее, и этот путь будет намного дольше. Как только ты понимаешь, что у тебя хорошо получалось, и ты можешь выбрать свою специализацию, которая хорошо подчеркивает твои текущие скиллы, мы отталкиваемся от твоих текущих скиллов. Научиться тому, чему ты вообще никогда не умел и никогда не интересовался, будет очень долго. Например, я не умею играть на барабанах. Ни на одном музыкальном инструменте. То есть для того, чтобы мне запустить свою музыкальную группу, мне придется потратить очень много времени, если вот завтра решу этим заниматься. То есть следующие 4-5 лет я просто буду учиться собирать группы, что-то играть, и вряд ли я преуспею в этом всем за какой-то адекватный срок. Поэтому мне нужно отталкиваться от тех навыков, которые у меня есть. И мне проще стать певцом, чем каким-то там барабанщиком или еще кем. И когда мы говорим про скиллы, было бы неплохо вот сильные скиллы выписать. Например, я хорошо, например, читаю рэп, я неплохо продаю, и я неплохо вообще рисую от руки, могу нарисовать все, что хочу. Могу граффитистом работать, могу визуализацию делать. И если я смотрю с другой стороны, а что мне нужно уметь по той специальности, которую я выбираю, например, писать код, английский язык, сдать Linux, типа писать код надо хорошо, и я вижу, что вот эти вот навыки, они имеют сильное несовпадение, значит, мне надо будет много времени инвестировать для того, чтобы преуспеть в этом деле. Ну, и еще сильнее мои сроки в обучении перехода в эту вот карьеру и профессию будут происходить из того, где я нахожусь. Во-первых, люди любят делать вот что. Я родился, я пригодился, я люблю свою страну, я люблю там все-все-все. Проблема в том, что если вот я, например, люблю кино, и я родился в Беларуси, то фильмами в Беларуси особо не позанимаешься, даже преуспеть в каких-то телепередачах будет очень сложно, потому что особо и нету ничего, что связано с блогингом, съемками, телепередачами, искусством. Это все мертво. Поэтому, если я там родился и захочу этим заняться, я могу опустить руки и вообще никогда не пытаться. С другой стороны, в мире очень много людей и очень много мест, где вот этих людей, похожих на тебя, с похожими интересами, может быть очень много. И банальный переезд из места А в место Б позволит тебе намного быстрее и лучше научиться и стартануть свою вообще самореализацию. Потому что одно дело, ты выбираешь из тех вариантов, которые тебе дает твое место, выбираешь специализацию, потому что тебе нужно кушать, и подгоняешь свои навыки под необходимые требования. Другое дело, ты не отказываешься от своих целей, ты едешь туда, где там есть твои люди, и вместе с ними самореализовываешься. Этого, во-первых, может быть намного быстрее, потому что то, что нам нравится делать, мы учимся этому очень-очень быстро. Реально, нам не нужно годы, нам нужны месяцы. Мы можем выбрать образование, которое формальное, когда мы идем в университеты, получаем сертификаты. Я недавно общался с ребятами, которые до 32 лет они учатся и даже не начинали еще свою профессиональную карьеру. Вот, и ждут чего-то. Ну, то есть формальное обучение, оно будет неадекватно долго по сравнению с современными требованиями и профессиями, которыми дает наш современный мир. Как, например, блогер, VFX-эффектер, в кино очень много всяких, 3D-модельер, композер, там очень много всего есть. Вот. Ну, короче, есть много всяких вариантов, например, учитель по йоге, которые не требуют вот этого долгого, бесконечного формального обучения. Вот. Поэтому вы можете перейти в неформальное, и тут
конечно, важно не утонуть, потому что куча всяких курсов, куча всяких ютуберов, статей. Есть вообще друг айтишник, который рассказывает, как все правильно. Вы можете в этом запутаться и пойти по очень запутанному пути, очень долгому. Тут как раз-таки очень важно понять, кому вы доверяете, у кого вы будете учиться. Вот. И вопрос, и ответ на вопрос, у кого учиться, я бы сформулировал вот так. Если будете думать, что лишь бы кого можно чему-нибудь научиться, то получишь лишь бы что. Вот с этим лишь бы что потом будешь долго мучиться, и в конечном счете ты вернешься опять к изменению своей профессии, направлению и прочим-прочим вещам. Будешь ходить по кругу, пока просто не устанешь или не состаришься и не умрешь. Не работайте в IT. Есть куча других способов, как можно заработать деньги. Можно и на кассе сидеть и зарабатывать, можно на яхте кататься, катать других людей, можно вейксерфингу учить, можно просто учить кататься на серфе, можно учить прыгать с парашютом, можно самому научиться. То есть есть куча реально веселых и интересных способов зарабатывать деньги и жить, кроме как айтишка. Если вы уже собрались идти в IT, серьезно настроены, то и серьезно подходите к решению вопроса, чем конкретно вы будете заниматься и что будет дальше. Что будет дальше через 5 лет, через 10 лет, где вы хотите оказаться. Позадавайте себе вопросы. Иначе все это не имеет смысла. На этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Пока.